Была ли когда-то битва славян и викингов? Многие люди, рассматривая героическую историю скандинавов и не менее героическую историю в официальной трактовке славян, задаются вопросом, а почему мы ничего не знаем о битвах между ними во времена Рюрика или ранее? Действительно странно, ведь славяне были многочисленным и мощным народом, который пережил гуннов, аваров и готов. Почему вдруг по территориям славян свободно разгуливают банды викингов-головорезов? Где наши чудо-богатыри, княжьи дружины и сметливые простолюдины-партизаны? Ведь ни один другой народ так вольно себя не вел на Руси, если не брать монголов, с которыми было иго. Чтобы ответить на вопрос о битве славян и скандинавов серьезно, нужно отметить несколько ключевых моментов. Славяне на момент экспансии викингов были разрозненными и довольно немногочисленными племенами в лесной глуши. Они не могли выставить бы единую крупную армию, так как имели довольно натянутые отношения друг с другом, о чем пишет еще византийский император Маврикий. Скандинавы стояли на ступень выше в общественном и особенно в военном развитии. У них была развитая и богатейшая мифология, обширные торговые связи, хорошее оружие и умение слаженно сражаться. Погребения славян того времени демонстрируют крайнюю бедность. Причем предметов не только мало, но они плохого качества, особенно мало оружия и серебра, признаков высокой воинской культуры. Вероятно, славяне сражались очень примитивным оружием, рогатинами, дубинами, слабыми охотничьими луками. Викинги крайне редко приходили армиями, чтобы их можно было встретить и отбить. Это были набеги небольших дружин, плывших по рекам и по ним же уходивших домой с добычей. Славяне не имели речного флота, кроме небольших лодок. Морские же суда имелись только у западных славян, которые не были серьезными конкурентами. Погребения скандинавов на Ладоге и в Смоленске показывают, что пришельцы были вооружены до зубов. Викинги были крупными и мощными мужчинами, явно не новичками в битвах и гребле. Что могли противопоставить им славяне? Для оружейного дела нужна руда, искусные кузнецы, либо хорошие торговцы, которые привезут товар из-за моря. К сожалению, ни того, ни другого в славянских землях в избытке не было. Славянские земли были бедны, из товаров имелись лишь мед, меха и рабы. Именно за этим скандинавы и приходили. Конечно, им сопротивлялись, но отпор от земледельцев в мелких поселках, что укус комара для таких свирепых мясников, какими были викинги. Поэтому скандинавы так легко занимают и север Руси, и Киев, и Днепровские пороги, и даже на Волге Ибн Фахдлан обнаруживает викингов, которых четко отличает от славян. Поэтому в реальности крупных битв между славянами и скандинавами не было. Как не было их у прусов, балтов и булгар. Силы еще были слишком неравны. Скандинавские ярлы Рюрик, Олег и Игорь воюют на Руси со своими же земляками, которые раньше захватили власть у славян, Аскольдом, Диром, Рогволдом. Первые столкновения начнутся с мятежом древлян, которых усмирит варяг Свинельд. А вот ко временам Ярослава уже русичи сами начнут давать отпор, хотя и привлекая северян, как наемников. Лишь в XII веке оружие и доспехи русичей станут сопоставимыми со скандинавскими X века, чтобы сражаться на равных. Но к тому времени эпоха викингов уже будет на закате. В итоге битва славян и скандинавов – это исторический вымысел, которого не было в реальности. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам понравилось, а если не согласны, то пишите в комментариях свои аргументы.